Приветствую, друзья, с вами Арлекино, вы на канале Арлекино Фан Плюс, и сегодня у нас видео про Штормшот. Я вернулся с больницы, болел немножко, лежал, отдыхал, и поэтому не снимал очень долго ролики. Давайте сразу начнем к тому, что ролик будет сегодня по настройке небольшой, я вам скажу азы и настройку отряда, чтобы бить крабов, коняшек и так далее, если вы там 30-й замок плюс. Потому что я знаю, вопрос очень актуальный, и много игроков у них не получается. Они, то есть даже четвертых некоторые не бьют на 31-м замке, на 30-м не бьют даже четвертых коней. Так дело не должно быть. Вы должны получать удовольствие от игры и развиваться на полные возможности, которые предоставляет вам игра. Но для начала, смотрите, у нас есть телеграм-чатик. Ссылочка на него будет в описании. Прошу всех обязательно подписываться на Telegram. Это самый большой телеграм-чатик по игре. 323 участника. Тут много различных тем, я не буду рассказывать. И мы проводим периодически розыгрыш. Сейчас действует активный розыгрыш. Нужно просто перейти, быть подписанным на телеграм-чатик, перейти в группу ВКонтакте. Вот он, этот пост, подписаться на группу, сделать репост, написать свой комментарий, ник своего телеграма, чтобы можно было вас найти. То есть условия все расписаны одинаково. Я делал этот розыгрыш на 3 дня, но так как участников слишком мало при него участия, поэтому я его еще продлю дня на 2, то есть сегодня 3, 5 числа мы разыграем по программе, выберем комментарий, который система выберет, то есть под постом. Переходите, участвуйтесь, подписывайтесь, чтобы быть в курсе любой другой информации. Также там консультации и все остальное. У меня обычный 32-й замок. Я 2 походами спокойно пробиваю лошадей пятых, без усилков, вообще без всяких усилков. Я сейчас вам покажу пример похода, соотношение количества войск, чтобы у вас было примерно в походе. То есть вот он у нас, смотрите, синий. Давайте мы вот сюда поставим, да? Вот такое примерное соотношение войск. 289 тысяч поход. И давайте второй поход с дирижаблем. У меня вот такие вот герои. Вот такой обычный поход, 273 тысячи. Все. Сейчас, как только мы их убьем, я примерное соотношение войск вам показал. Я вам расскажу самые основные аспекты, которые влияют на пробитие, и что вам нужно сделать, что вам улучшить. И, в принципе, все покажу, как у меня есть. У нас у всех плюс-минус одинаковая прокачка, вы сможете это скопировать и поставить. Сегодня расчет идет именно только будем говорить про убийство коней, крабов и так далее. Мобов. Мы не будем говорить про PvP сражения, где мы там сражаемся друг с другом, потому что игра уже настолько переделана под PvE сражения, что если там PvP присутствует вообще очень мало. То есть видите, победа, и второй поход тоже победа. Легко, просто мы пробиваем. Давайте откроем поместье. Усиление, кто-то скажет, у тебя что-то стоит. Ничего у меня не стоит. Видите, никаких усилений нету. Открываем сюда. Видите, все таланты, все как положено. Теперь смотрите, первое. Если у вас 31 замок, неважно, 31 тоже можно бить, даже 30 можно пробивать. Получается даже 30 пробивать. Потому что я многим игрокам, которые обращались, я им настраивал, они бьют. Кто-то одним походом, у кого-то уже 2 получается пробивать это все дело. Подписывайтесь в Telegram, смотрите, там в принципе и консультации есть, и все остальное, и настройка. Первое, смотрите, вот такое вот у меня снаряжение. Плюс-минус у всех одинаковое. То есть вот это вот колечко, оно дает плюс урон. Я вам советую, когда у вас тут, допустим, 4 фиолетовых. Я знаю, многие люди даже не разбирают предыдущее снаряжение. У них там и серое есть комплект,
и комплект зеленого, и комплект синего там снаряжения. И сейчас у них почти все фиолетовое снаряжение. Они старое не разбирают и то есть сидят там с чем у них есть. То есть я вам советую это все разобрать и собрать самое мощнейшее снаряжение, которое вы можете. То есть начать с желтых и потом дальше выставить, что вот получается вот такое вот. Это мой совет. Хотите, прислушивайтесь к нему, хотите, нет. Первое, у нас очки умений лорда должны быть на войне. Это нам дает лимиты нужные для пробития, плюс параметры там, все остальное. Второе, это герои. Желательно, чтобы на наших героях, которыми мы ходим, были изучены последние навыки. Они дают хорошие параметры. Это вот у меня основные герои Фелиция и Тамир. У них последние навыки изучены. Дирижабль он посильнее Конга. И уже на дирижабле у меня стоят вот такие герои. У них последний навык не открыт. То есть у вас герои должны быть, ну, желательно, чтобы с последним навыком. С Конгом идут Тамир и Фелиция или любой герой дальнего боя. Золотой. Вы можете скомбинировать и пробивать. Другие герои на Конга ставишь, они что-то вообще прям плохо работают. Ну, герои не дальнего боя. По снаряжению, смотрите, на Фелиции стоит 2 зеленых, но я потому что данным походом еще пользуюсь в PvP, не переставил обычно, тут стоят 2 серых снаряжения, шлем и, ну, короче, шлем и оружие. Они оба серые, они дают, почему серые? Серые дают плюс 20%, зеленые дают всего лишь плюс 15% к дальнему бою, к общему параметру. А серые дают плюс 20% к угрозам. Мы сегодня говорим про ПВЕ, поэтому нам нужно серое оружие, если у вас нет фиолетового. Следующий герой, вот видите, 2 серых. Тут уже вот стоит фиолетовое, оно, видите, плюс 20 дает. Что я бы серое там поставил, она бы давала плюс 20, что фиолетовое плюс 20, она просто не прокачана, дальше есть потенциал. Следующий Тамир, у него вкачано хорошо фиолетовая пушечка, ее нет смысла менять, и ну, такая вот зеленая. В принципе, можете то же самое повторить и сделать, если у вас такие же герои, звездный уровень такой же или выше. Следующий аспект очень важный, это наша академия. Она должна быть вкачана на максималку, и на ней должны быть прокачаны максимальные лимиты похода. Ну, естественно, другие тут у вас плюс-минус у всех одинаково. То есть кто-то посильнее запаривается этим прокачкой. Я вообще не тратил скоро ничего на академию. Она в пассивном режиме у меня качается. И сражение 2, видите, тут. Тоже лимит по ходу. Видите, уперся. Ну, дальше мы не дошли. И атака. Смотрите, у меня везде прокачана атака. Потому что это очень важный параметр в ПВЕ. В сражении нам нужна именно атака. Вот такое вот. Давайте теперь перейдем к Конгу. Конг у меня 57 уровня, обычный, стандартный, всего лишь 2 ядра. Вот такие вот модификации. У вас, ну, желательно нужно стремиться плюс-минус к этому. Видите, атака войск дальнего боя плюс 12% и атака войск. Это вот как раз для ПВЕ сражения, и плюс лимиты компенсируют другие показатели. Дирижабль у меня даже не 6 уровня, но с дирижаблем я могу даже пробить желтых коняшек 6 с Фелицией и с Тамиром. То есть вот 70, 70, 70, 69. Смотрите, еще важный аспект. В дирижабле есть навыки. Вот этот вот советую вам прокачать шестеренками. Это для ПВЕ. В ПВП сражениях эта вот штука вообще никак не работает. Это чисто для коней, крабов, угроз и так далее. Это я вам советую это прокачать. Все остальное у меня плюс-минус, как у вас, одинаково. Просто я знаю то, что и 32-е, и 33-е замки прокачанные, они просто неправильно выставляют именно поход.
и не могут пробить пятых угроз, пятых коней и так далее. Это очень актуальный вопрос. Кто там скажет, да это все фигня, это и так все знают. Нет, никто не знает, много кто не знает. По крайней мере, люди, которые ко мне обращались, у них вообще чуть-чуть по-другому все, то есть было настроено, которым я настраивал. По камушкам у меня плюс-минус, как у всех, одинаково, вот видите. Вот такая вот короткий ролик, я его затягивать не буду. Обязательно пользуйтесь, повторяйте за мной, если, конечно, хотите. Хотите, не повторяйте за мной. Процентное соотношение войск в походе для убийства я вам примерно показал. Если мы отклоняемся там, прилично, так, 1000 на 20, на 30, то уже не пробивается. С крабами пробивается, с крабами там, в принципе, и такое работает соотношение войск, и другое можно настроить. Всем спасибо за внимание, надеюсь, данный ролик был полезен. Всем пока!